22 мая 2025 года актриса и общественный деятель Яна Поплавская выступила с резким заявлением. В своем телеграм-канале она обратила внимание на тех, кто, по ее словам, сознательно лоббирует массовый ввоз мигрантов в Россию. Эти люди из элиты. Им не жаль русских, потому что сами они живут за высокими заборами, ездят на черных машинах с тонированными стеклами. Их не волнует, что происходит на улицах обычных городов. По официальным данным Следственного комитета, за первые 3 месяца этого года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, выросло на 15%. Генерал юстиции Александр Бастрыкин уточнил, в общей массе тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, более 6500 связано с оборотом запрещенных веществ только за первый квартал. Цифра пугающая. И это лишь один из разделов. В этой же сводке звучит еще один тревожный пункт. С начала года мигрантами совершено 403 противоправных действия в отношении несовершеннолетних. Половина жертв малолетние. Несмотря на это, звучат призывы к дальнейшему привлечению рабочей силы из стран Средней Азии. Обосновывают это нехваткой кадров. Но вопрос, кто именно настаивает? Почему их аргументы перекрывают факты, которые озвучивает сам глава СК? Поплавская пишет: граждане не хотят терпеть и ждать. Не хотят, чтобы очередной человек, приехавший в Россию по упрощенным миграционным правилам, напал на них, на их жен, на детей, на родителей. Она подчеркивает, попытка решить демографическую проблему за счет мигрантов не спасает страну. Их дети, говорит она, убивают наших детей, а те, кто продвигает подобную политику, находятся в полной безопасности. Ситуация вызывает вопросы, особенно на фоне других громких дел. Вспомнить хотя бы недавний случай в Мытищах, когда семье мигрантов якобы подарили квартиру. Дело возбуждалось и закрывалось 5 раз. Только по настоянию Бастрыкина следствие удалось возобновить. Или дело об избиении девочки в Сергиевом Посаде. Тогда подозреваемых отпустили спустя сутки. Формально не было оснований для содержания. Но именно такие решения и разрушают веру в равенство закона. Сенатор Андрей Клишес сказал прямо: они не хотят жить вместе с нами. Они хотят жить вместо нас. Попытки сгладить ситуацию приводят к самоуспокоению, а не к решению проблемы. Даже министр внутренних дел год назад утверждал, что мигранты совершают лишь 4% преступлений. Но сегодняшние цифры показывают все иначе. 4% давно превратились в 15%, и то только зафиксированное. Вопрос остается открытым. Почему одни в статистике, а другие в броне? Почему лоббисты миграции продолжают диктовать повестку, не появляясь ни в подъездах, где темно и страшно, ни в очередях в детские поликлиники, где больше не звучит русская речь? Если законы не работают, если преступления растут, если каждый новый случай – это новое имя, новая трагедия, новая боль, тогда, как пишет Поплавская, пора принимать решения, настоящие, а не имитационные. Иначе придется признать, государство боится сказать правду или не хочет.